Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 31 июля по 6 августа. Вот так вот потихоньку мы уже подобрались к последнему месяцу лета. Время летит. Ну давайте узнаем, что нам расскажут карты. Для вашего знака зодиака, какой видят эту неделю. Будем реалистами, всегда призываю к этому. Но я надеюсь, что подсказки карт, подсказки вашей интуиции, если все вместе соединить, определенно какой-то инсайт вы получите. А может быть, решение какое-то нужно принять. Или просто мы с вами проведем приятное время на период этого видео. Давайте узнаем. Первая карта у нас будет называться «Что важно знать». По мнению карт, конечно. Что у нас будет наиболее, может быть, активным, как проигрываться на неделе. Что важно знать. Вторая карта «Чего не избежать» или «Возможные неожиданности». Чему сейчас не время или что нам может помешать. А что нам будет помогать. И мы достанем еще одну карту «Что от меня скрыто». Это не то, что намеренно кто-то от вас скрывает, а это мы вот как будто чего-то словно прошляпить не должны. Мы должны на что-то обратить внимание, а поначалу нам это может казаться, ну так себе, незначительно, неважно. И основные сферы жизни, дела, работа, бизнес. Что у нас по финансам? И личная жизнь. Итак, что важно знать? Ну, вы прям тут режиссеры собственной судьбы пишете новую страницу эпохальную своей жизни, это точно. И по нулевому аркану, знаете, всегда вдохновение. Но есть и такой момент, как хаос перед началом творения. То есть еще творение не началось, но какая-то неразбериха может быть. И поэтому по этой карте, первое, мы собой не должны рисковать. Где-то к интуиции точно стоит прислушиваться. Но ведь это, знаете, какие-то возможности. И у нас на этой карте Шут изображен как маг. Он играет, жонглирует буквально зодиаком. Поэтому это много возможностей каких-то, причем самых невероятных. Самое главное на неделе не ставить перед собой каких-то шаблонов или догм, табу. Вот этого не надо. Но в то же время подвергать себя риску определенно не стоит. Не стоит, может быть, кому-то обещать свою помощь или, ну, встрять как будто в какое-то дело для нас. Ну, мы можем попробовать, но сказать то, что это будет как-то продолжительно или надежно, по этой карте мы не можем, потому что еще что-то будет меняться вокруг нас. И, кстати, для кого-то из вас это старший аркан, события, которые развиваются, мы называем это обстоятельствами. То есть они вокруг вас будут создавать какую-то реальность, и вам, может быть, придется с учетом этой реальности какие-то действия свои или решения принимать. Вот к этому нужно быть где-то готовым. Но вообще это всегда карта вдохновения, новых возможностей, прекрасного настроения и где-то хорошей физической формы. Так мы говорим, шут, а это нулевой аркан, а первый аркан – маг. Как будто один шаг до свершения какого-то дела, до получения желаемого у нас может быть на неделе. И наперед как-то будут развиваться события, когда для нас будут какие-то определенные бонусы. Если мы правильно воспользуемся вот этими возможностями, которые будут на этой неделе. Давайте посмотрим, чего не избежать. Карта жадины. Может быть, это мы будем жадинами, почему нет? Но, по крайней мере, деньги мы не тратим. Может быть, это и ваше такое чувство, да? А может быть, это в целом чувство, когда я не хочу что-то отпускать. Я бы так сказала, чего не избежать. Нет ничего такого, что глобального или чтобы вам могло каким-то образом помешать осуществлению ваших планов. Нет, потому что это карта якоря, по сути дела, и нашей финансовой стабильности, когда мы все сохраняем в плане материальном. То есть какого-то риска материального на этой неделе быть не должно. Поэтому вот с деньгами вот этот момент примите к сведению. А что нам может помешать? Ну, смотрите, еще один аркан. И по карте императора, ведь это карта власти, это карта иерархии.
Ну, где-то мы можем столкнуться с тем, что мы хотим что-то, предположим, да, как пример, оформить документ, пришли к какому-то чиновнику, да, а чиновник имеет свои какие-то виды. Или он вам предлагает еще в 2, а то и в 3 кабинета до него сходить, что-то согласовать. И знаете, мы как будто, ну, тут не выкрутимся, придется делать так, как нам как будто советуют, чего не, ну, мы не сможем это где-то изменить, но с другой стороны нам вроде бы это мешает, но и преодолеть у нас это не получится. Когда выпадает карта император, нам приходится где-то по иерархии этой проходить. Но может нам помешать, если мы вспылим, мы будем недовольны, начнем где-то возражать, настаивать на своем мнении, потому что император это всегда, ну, воля к победе, и энергетика такова, когда хочется шлепнуть кулаком об стол и сказать: нет, вот я сказал, будет так. Ну и что сказал? А в делах это не продвинулось. Поэтому быть вот, наверное, этим как шут. Играть, манипулировать. Вот тогда мы решим абсолютно все. Сказали еще в 2 кабинета, сказать, хорошо, схожу. Но тогда вот, взбираясь, наверное, по ступеням этой лестницы, вы можете, кстати, может быть, для вас это будет как возможность а, какие-то контакты установить или встретить каких-то нужных людей. Мы ведь никогда заранее не знаем, чем нам поможет даже та ситуация, которая поначалу выглядит как патовая или в наши планы не входила. Для чего-то нам ведь это дается. Поэтому где-то, ну, со своей настойчивостью нужно быть аккуратным просто. Настойчивость ее в других энергиях, как будто придется нам манипулировать где-то, ну, может быть, и увиливать, может быть, и подстраиваться, где-то в другие двери заходить. Короче, идти по ситуации, правда, хаос перед началом творения. Но вообще, может быть, еще и такой момент, иногда представители, ну, власти закона проходят по этой карте, и мы можем столкнуться с человеком, который, если мы неправильно где-то будем себя позиционировать, мы разозлим его. Вот злить точно императора не стоит. Значит, с одной стороны, быть более гибче, наверное, на этой неделе. С другой стороны, с такими, допустим, чиновниками или с людьми, которые занимают определенный пост, мы должны быть где-то на их волне, но это не демонстрировать. Ну, наверное, предоставить возможность, пусть человек думает все, что хочет. Никому ничего не доказываем, иначе где-то проявление вот нашей воли, когда мы ее показываем, свою силу показываем, демонстрируем, но в чем-то может нам помешать. А нам нужно все где-то сохранять, лавировать. Что нам будет помогать? Ну вот если, наверное, в таких энергиях для себя материализм какой-то мы сохраняем, да, но мы не основываемся на нем. Нет, это просто нам говорят, что стабильное положение. И по императору то, что я перечислила, да, где-то манипулировать, если нам приходится, и мы допускаем, что, ну, люди разные нам встречаются на пути, и тогда мы свое дело точно осуществим. Что нам помогает? Победа. Нам говорят еще и другой момент, все-таки победа, карта победителя, это не есть сам по себе успех, достижение чего-то. Это только 50%. А вот остальные 50% удерживать. Может быть, какое-то ваше теперешнее положение, ваше состояние по финансам или позиции, может быть, на работе придется тоже где-то удерживать. Поэтому будьте ловчее и гибче. Победитель знает цену победы. И он знает, что, ну, мнение чье-то, оно переменчиво. И, да, толпа ему как будто рукоплещет, он победитель на карте, а его-то лицо, оно не очень такое радостное, он скорее больше такой уставший здесь выглядит. Может быть, и не видно, но поверьте, потому что он понимает, что обстоятельства будут меняться, и ему придется эту победу еще удерживать, как-то взаимодействовать вот с этой толпой. И в целом-то вот как раз эта карта обрисовала все 3 карты предыдущие. Вот такая какая-то позиция для вас более приемлема, по крайней мере, советуют карты, мои дорогие козероги. Что скрыто?
Вот как будто все идет, может быть, знаете, это проверка на выдержку, проверка где-то на то, что мы, ну, не начнем в чем-то настаивать. По этой карте ведь это страшный суд, это избавление от боли, от страданий, это когда прошлое уходит от нас, 20-й аркан, а у вас в самом начале нулевой. Никогда не будет, как было прежде. Будут новые условия, будут новые обстоятельства. И будут новые, как бы, наверное, какие-то параметры наши взаимодействия как с людьми, как осуществление наших планов. То есть принять то, что будет что-то меняться, словно в пространстве. И это ведь по велению высших сил, ведь это старший аркан. И тут как раз что скрыто? Вас словно пространство может к чему-то подталкивать или наводить, или сводить с нужными людьми. Вот то, что я сказала. Но это будет каким-то определенным образом. Поэтому настройтесь быть открытым миру. Значит, просто если мы думаем, что да, если мне нужно пройти не тем, допустим, путем, как я думал, вот решая какой-то свой вопрос, а как-то в обход, ну, для чего-то мне ведь это дано, и вот подумать, для чего, каким образом я, может быть, могу какие-то полезные знакомства завязать, или, может быть, я узнаю, как какой-то вопрос правильно по какой-то процедуре решать. Вполне вероятно, что вас тогда жизнь еще столкнет с этими людьми, в последующем, или вы будете решать вопросы, которые где-то будут похожи на этот. Или вы столкнетесь с подобной ситуацией, но в этом случае вы уже будете как человек опытный. Дела, работа, бизнес. Что есть правда, что есть истина? У кого-то вопросы, связанные с детьми, но по пажу мечей это, знаете, наше желание знать правду, истину. Мы можем работать с информацией просто. Может быть, у вас есть какая-то задумка, дело, чего бы тут ни касалось. Либо вашей работы, либо ну, конкретного какого-то оформления документа. Ну, учитывать порядок придется по пажу мечей. Как сделать буквально по пунктам, пошагово что-то. Нам как будто тоже придется узнать, с этим мы столкнемся. И никаких эмоций. И тогда вот она победа. Не сомневайтесь в себе. Финансы. И еще одна мечевая карта. И вы знаете, мечевые карты, особенно король мечей. Король мечей это где-то, вот особенно прямо напротив императора, это те же где-то энергии могут быть. Но если у императора больше, знаете, какой-то горячности, вот именно того огня, импульса, а у короля мечей нет. Он, это в первую очередь интеллект. Он своим интеллектом, он обдумает ситуацию, как я могу себе навредить, если я куда-то потороплюсь. Он постоянно анализирует, то есть работа мыслей. И, кстати, по этой карте люди удачливы, дела, работа, бизнес, деньги. То есть вот если мы идем в этих энергиях, вот эти вопросы у нас лучше всего решаются. Здесь не про любовь, мои дорогие козероги, это правда, но, по крайней мере, для себя что-то организовать, решить, продумать на будущее, что-то сделать – идеально. Но логика, рационализм от нас потребуется. Может быть, поэтому и четверка пентаклей, карта жадины, да, чего не избежать. Нам придется быть как и логиком, ну, так и в рациональных энергиях. Что есть по факту самое главное. Если мы про истину говорили на карту паш мечей, а здесь как будто соединить эту истину, конкретную реальность и наши какие-то планы на будущее. И в целом потом наметить какую-то стратегию, тактику личной жизни. У кого-то, может быть, решая вопросы личной жизни, могут быть тоже словно соревнования, какой-то спор. Или иногда по этой карте банально наши близкие могут захотеть что-то купить, а мы как раз купить-то не можем, мы как будто больше все же сохраняем. Тут, да и по ретроградной Венере, тут не очень хороши покупки, это правда. И нам придется, может быть, объяснять долго, может быть, и так вот терпеливо своим близким, что нет, вот сейчас вот это не подойдет. То есть банально семерка жезлов может проиграться даже так. Но для кого-то это не только личная жизнь, это ваша личность, и у кого-то это, может быть, вы участвуете в конкурсе, и тогда нужно быть рационально тоже, как будто понимать, где мои действия и слова нужны, а где они мне могут помешать. Стоит ли мне в это дело ввязываться, а может быть и стоит отступить полшага назад. В любом случае нам помогает где-то
позиция стороннего наблюдателя, когда мы, ну, что-то не форсируем, а позволяем событиям развиться до какой-то точки. А если это касается людей, мы позволяем выговориться им, тогда мы будем четко знать истину, правду, кто чем дышит, кто что хочет. И исходя из этого тоже уже проанализируем и будем знать, каковы же наши действия. У вас, посмотрите, у вас 3 старших аркана. Нам как будто карты заведомо сказали про победу. Но быть в каких-то совершенно таких интеллектуально холодных энергиях, и у вас это получается, и может быть это удерживать эту победу, или может быть мы столкнемся, кстати, 7 жезлов, если мы говорим про вашу личность, может быть это ваши амбиции, и вы окажетесь в такой ситуации, когда на вас пытаются давлеть, значит, как будто от давления нужно уйти, потому что император, то есть все-таки где-то мы свою независимость не теряем, это точно, и позиции, это будет важно, но сделать это вот, наверное, как этот шут. Если мы говорим, есть такая фраза, пусть не очень красивая, но я вот ее скажу, включить дурака. Вот буквально вам помогает, мои дорогие козероги. Потому что лучше не скажешь, можно еще минут 15 рассказывать, но в принципе суть именно в этой фразе. И это нам где-то поможет. Но при том, при всем, что мы абсолютно, знаете, так хладнокровно динамим эту ситуацию, контролируем. Но где-то, видимо, придется разными методами пользоваться. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.